Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я думаю, давненько мы с вами не смотрели новиночки, которые на 1, 2, 3 Stitch сайте, где я, собственно, и пасусь все время. Я покупаю практически там, потому что мне удобно. Там доставка недорогая, несмотря на то, что она увеличилась почти на $2. Но все дорожает, куда от этого деться. На этой неделе особо я не вышивала, и поэтому я хочу посмотреть вместе с вами и посмотреть действительно что-то, что нравится, что вышло новое, что там интересного в мире вышивки. Добро пожаловать и начнем. Сегодня я хочу сделать в формате более легком, не так, как я раньше делала эти новинки. Просто мы посмотрим на экране компьютера, что там нового. И в комментариях, я надеюсь, обсудим, кому что понравилось, кто что хотел бы, кто не хотел бы, кому-то кажется что-то не очень красиво или наоборот очень красиво и очень хочется. Поехали! Ну и что ж, начнем, пожалуй, с вот этого дизайна. The Summer House, Stitch Workers. Эта фирма, наверное, так называется. The Greatest of This Love. Номер 3. И что же здесь у нас пишется? Автор был вдохновлен своим любимым стихом из Библии. И эта серия состоит из 3 частей. Вера, надежда, любовь. Эта часть у нас называется «Любовь». Она в той же цветовой гамме, как и 2 предыдущие. Видимо, 2 предыдущие были «Вера и надежда», я так полагаю. И здесь изображена гвоздика, которая является символом любви. Вот такой 119/89, как вы видите, в 40-м каунте, молоко и мед от Файбера и ниточки DMC. Ну, я как-то вообще спокойно абсолютно, не могу я сказать, что я в диком восторге, но для любителей примитивов может классно. Вот мне нравится, как здесь оформлена эта подушечка. Видите, как интересно здесь ленточка эта шелковая закручена. Вот это прикольненько, конечно, на вооружение можно взять. Поехали дальше. Следующий дизайн у нас «Семья» называется. Это здесь схемка у нас продается, как обычно. Посмотрите, какие красивые мама, папа и детки. Это девочка, видимо, это мальчик. Beautiful. Семья делает вашу жизнь прекрасной. Cherry Blossoms. Это фирма, которая делает эти схемочки. И что же они нам предлагают здесь делать? Ниточки я уже вижу Wix Dyeworks можно использовать, а можно просто DMC 151/148 крестиков, 32 каунт винтажная Сахара. И это мои самые любимые креатуры. Это совы, они делают уют и тепло. Вот такая красивая семейка. Дальше от этого же производителя «Привет, тыква». И такая подушечка осень. Посмотрите, какие красивые здесь. Опять же в примитивном стиле птичечки, подсолнушки, желуди. Такое все миленькое, но тут, я так полагаю, самая фишка в этом вот эта рамочка. И что же нам пишут здесь? Нам пишут, это схемочка, это дизайнер Cherry Blossoms.
И это 32-й каунт Vintage Sahara Belfast, Wix Dye ниточки и 115 на 80 крестиков. Это весело праздновать осень с этими тыквами, с желудями и с подсолнухами. Вот такая красота. Тра-та-та. Дальше. Опять же, от этого же дизайнера вот такие вот подушечки на рукодельную тему. Здесь и машиночка, и манекенчик, и вот птичка на катушечках. Опять же, дизайнер Cherry Blossoms, как я уже говорила, что у нас здесь DMC ниточки. 39 на 39 подушечка, на 14 или на 16 каунте белой аиды можно вышивать, и быстро и интересно. Это Heart Song Minis, миниатюры песни сердца, что-то типа такого. И вот тоже из этой же серии «Моя терапия» называется, и тоже такая длинненькая гульничка, очень-очень симпатичная, очень-очень славненькая. Опять же Cherry Blossoms, 32-й каунт белого Белфаста здесь предлагается. Как бы такая подушечка, посмотрите, цена как бы не дешевая ни разу, это еще со скидкой. Что ж, потому что вышивка крестиком – это абсолютно лучшая терапия и идеальный путь снять стресс. Как я уже сказала, 32-й каунт льна, ниточки DMC и Wix Dye 116 на 41 крестик. Вот такое. Я хочу вам сказать, что я показываю такие, которые мне были симпатичные. Там, естественно, здесь новинок 171 штука, понимаете, и, конечно, все показать это вряд ли. Вот посмотрим сэмплер. Американский сад, это, конечно, все сэмплеры. Джейн Трейлорат, 1852 год, Little Robin дизайн. И вот посмотрите такие. Я, видимо, не доросла еще до уровня сэмплеров. Во-первых, мне они кажутся все одинаковыми. Вот честно, если, мне кажется, на стену их в ряд вот так повесить, ты один раз смотришь, а вторые так просто взглядом пробежишь и все. Может, придет время, как говорится, не зарекайся. И что ж здесь? И стоят же они, дофигища. Вот цена. И здесь у нас Little Robin Design. Это у нас кросс-стич, вышивка крестиком, чудесный сэмплер. На 40-м каунте молочно-медовый от Файбера. И ниточки Gentle Art, Classer Colorworks, Wix Dye и 204 на 215 крестиков. Такой как бы нехилый, не маленький сэмплерок у нас получится. Следующее, опять же, от Little Robin Design. Вот здесь это тоже как бы... это, видимо, античные эти дизайны, которые реставрируют. И вот у нас что здесь написано? Сентябрь. Чего-то октябрь. Это родился в сентябре такого-то года, умер в октябре такого-то года. Самуэль Тип Леди. Это как у нас называется? Кросс-стич
Прекрасный сэмплер с цветами. Ну, надпись как бы мне она совсем не нравится, если там вышить вазу, там, но не без вот этой надписи однозначно. На 40-м льне ниточками Gentle Arts, Classic Color Works, Wix Dye Works и 134 на 134. Не маленький такой, но вот посмотрим еще раз поближе на него. Вот такие розы, сейчас это очень модно. Ну вот я вам честно скажу, я понимаю, конечно, что это модно. Все, так сказать, жертвы моды. Ну, для меня, вот мне кажется, вышивка должна отражать современность. Если бы я жила, может, в 1800 каком-то там году, или 1600, я вижу тут вообще, то да, ладно, я согласна, это было нормально, ну, видите, это роза, мы понимаем, что это роза, но это не такая роза, как разрабатывают розы сейчас, когда она действительно выглядит как натуральная. Переходы этих цветов, это что у нас, анютины глазки, я так подозреваю, или колокольчики. Я бы... Честно говоря, если бы реставрировали в современном таком, если бы эти розы разработали вот именно не так, как они были вышиты в 1600 каком-то там году, а если бы они их переделали на вот красивые настоящие розы, то я, может быть, бы и взялась. А вот эти, ну, как-то никак, не готовая к этому. Так, сейчас у нас здесь итальянский дизайнер, которую я видела на выставке в Италии. И вот она уже новогодние готовит. Еще она нету его в продаже, но уже сделали анонс, как говорится. Посмотрите, какой симпатичный Дед Мороз, с какими славными подарками. И вот здесь у нас олень и фонарь. Ну, короче, все прям Рождество рождественское, красота красивенная. Стоит он 9,35. И здесь у нас 100 на 112, ну, не маленький такой, я что-то подумала, что маленький. На 32-м каунте натурального Белфаста ниточками DMC. И опять же Crochet Go-Go, это белка, она, видите, с шармиками, таким красивый, интересный, желудь. Белку раскупили, белок нету. Надо писать, чтобы когда появится, тебя оповестили об этом. Наверное, потому что этих нету пуговиц. 32-й натуральный лен, DMC нитки, 93 на 97 крестиков, и в этот самый входит эта пуговица. Ну, наверное, пуговиц нету, поэтому нету в продаже. И снова крочеты Го-Го, крестики ого! Вот такой счастливый Хэллоуин. Посмотрите, какой примитивчик, вот смешной. Ну вот смотришь этот примитив, и ты понимаешь, что это сэмплер, и это современный сэмплер, потому как, ну я не знаю, потому что ты видишь, что это современный сэмплер. Прикольный. И скелеты здесь, и кошки, и ведьмы, и кто любит вот эту тематику, смотрите, какие красивые вороны. Кто любит эту тематику, мне кажется, очень классный. Это девчонки наши поедут на выставку, наверняка там будут вот эти все схемочки. И наверняка там будет, может, я Иру попрошу, чтобы она мне белку купила. Дальше. Вот этот мне очень понравился. Christmas Delivery, рождественская доставка. Смотрите, ворон там тащит корзину. В корзине у нас что там, собачка. Ну, классная. И снежинки здесь повсюду. Мне вот этот понравился. Значит, это у нас дизайн Stitches by Ethel. На 28-м каунте вышивается Friendship Green.
Friendship Green фабрик, ткань от Стефани, не знаю я, 170 на 60 клеточек, крестиков и DMC. И здесь есть еще пуговицы Just Another Bottom Company. Потом вот эти зверюшки, которые мне очень-очень нравятся, но я никак не решусь на них. Вот смотрите, вот такая зайка, и еще и она в маскарадной маске. Полюбуйтесь, какая это прелесть прелестная. Там была белка, которая мне очень нравилась, и зайка там была. Стейси Нэш Примитивс, это дизайнер, и это схемка. И вышивается она на 36-м каунте Win Beans, белый боб, лен, Wix Dyeworks, ниточки. Ну, короче говоря, здесь не так просто. Здесь вот маска вышивается у нас 37 на 41 крестик, сам этот 50 на 137 крестиков. Еще же здесь вот этот джек есть, ну, джек страшный такой, ну и на него схемочка есть. И все это удовольствие у нас 10 с хвостом долларов. Следующий вот такой лис. Мне он нравится намного больше, почему-то он очень грустный здесь какой-то. Ну, он с сумкой, а в сумке еще туда можно что-нибудь напихать. Вот лис мне очень нравится, надо его себе прикупить. И что это, опять же, Стейси Нэш Примитив у нас, вышивается на 36-м каунте Heirloom Linen. Heirloom, не знаю, как переводится. Wix Dyeworks ниточки, 49 на 114 крестиков. И сумка у нас 27 на 22 крестика. Ну, вот. Так, и еще один. Это кто? Это енот или вонючка? Енот, наверное, я надеюсь, все-таки. Мама енот в фартухе, вот в такой, с такими розами, посмотрите. Ну, енот мне меньше нравится, чем лис. Вот мне нравится белка, заяц и лиса. 30-ку отвалить за этих зверюшек, а потом же их еще и вышить надо. Ну, вот здесь еще чайничек есть. Вот, так, и что нам пишут здесь? Это опять Стейси Нэш Примитивс, и у нас модель вышивается на 36-м Шерикис 10 Linen. Wix Dyeworks, все то же самое, 51 на 110 крестиков, и этот самый чайничек у нас 28 на 26. Дальше. Ну, видите, Стейси Нэш Примитивс, она не только зверяток делает, вот такая иконечка у нас здесь, тетенька курочек кормит, вот здесь ночью, почему она ночью их кормит, ну ладно, ой, при луне, чтобы соседние куры, вообще-то куры спят ночью, насколько я знаю, я не очень там, конечно, фермер, но, насколько я знаю, спят. Домик вот для любителей домиков, тыквы вот замечательные, осень-осенняя. Вот здесь у нас еще тут огород какой-то, и здесь у нас, наверное, шиповник. Это моя интерпретация. Wix Dyeworks ниточки, у нас 36-й каунт Broom Grass Linen, лен какой-то зеленый, и 159 на 106 этих крестиков. Ну, симпатично, конечно. Что уж там, славное. Ну, единственный вопрос, что это? Ну, ладно. Я художник, я так вижу. Так, и у нас здесь Annie Biss, Folk Art Annie Biss. Называется Harvest Moon.
Лунный урожай и вот такой примитив. Вот у нас флаг американский, вот у нас здесь солнце, здесь котики в тыквах сидят или возле тыквы сидят, заборчик, домик, украшен домик тыковками, красота красивенная. И еще вот такая тыковка вязаная. Дизайн Ани Белчер. Славный, славный, славный. И этот славный дизайн у нас вышивается на 36-м каунте льна и Gentle Art ниточки. И 172 на 187 крестиков у нас здесь. Так, следующий от этой Ани Bis in the Pumpkin Patch. Вот такой, посмотрите, ворон у нас в подсолнушках на тыковке сидит, очень симпатичный. И тканюшка мне здесь нравится, такая розовенькая, прикольная. У меня есть розовенький лен, кстати. И что нам говорят? Нам говорят, что нету его. Если хотите, отставьте свой email, чтобы вас предупредили. 36-й каун кровавого льна от Wigdavex. В одну ниточку вышивается он. И ниточками Gentle Arts 89 на 98 крестиков. Симпатичный ворон, мне понравился. Так, а вот у нас очень красивый дизайн от неизвестного мне производителя. Посмотрите, книжки, это магия, магические книжки. Классные, на вот таком темном льне вышиваются. Это, наверное, Pictures is Plus, но сейчас мы посмотрим все. Такие вот цветочки, вот здесь магия, вот такая разлетается магическая пыль вокруг. И книжечки здесь, это читает книжечка. И красивая луна. Ну, здесь видите шовчики, я вижу, перемешку шовчики и крестики. Ну, красивый дизайн. Единственное, что я не могу вышивать на темной канве. Ну, а кто может, тому карты в руки, как говорится. Так, вышивается у нас на 32-м каунте Scotsman лен от Bestitch Me ниточками DMC и 114 на 140 крестиков. Красивый дизайн. Мне вообще очень нравятся дизайны на темной канве, но, к сожалению, мое зрение не позволяет мне на ней вышивать, тем более на 32-м каунте. Хотя, посмотрите, очень славная такая оригинальная идея. Такого не видела еще. Дальше. А тут серия Counted Pounds называется эта фирма. Вы посмотрите, это какой-то рождественский козел, какой он смешнючий. Ой, ну, с сердцем, с подарочком, в шапочке, как Дед Морозик, это своей любимой. Он, наверное, подарочек принес. И посмотрите, как это славно и мило смотрится. И $7 это стоит. Вот дизайнер, чтобы вы понимали, Counting Puddles. И вышивается этот у нас дизайн на 28-м каунте Smoky Pearl и Trinway Silks. Ага, это еще и шелком вышивается. 59 на 65. Ну, я думаю, такое можно не обязательно шелком вышить, а можно вышить просто DMC. Ну, как я уже сказала, это все характеристики те же самые, но вот здесь у нас вот такая овца крутая в очках солнцезащитных, на лыжах, наверное, собирается ехать в шарфике. Прикольно. И последняя из этой серии, вот такая лама, тоже она с сердечком, тоже она в шапочке и с попонкой. Красота красивенная. Ну, это так, на один вечер, я так думаю, взял белую красную ниточку, черная еще здесь есть, и готово. Покажу вам, потому как я вообще-то не пойму, что это такое. Даже на экране телефона
лучше видно. Так, лиса стоит здесь вот с цветочком. Это лиса в прыжке, тоже с цветочком. Ну вот, это может стиль такой. Ну, а у меня такое впечатление создается, что это не доработанная какая-то дизайн. Counting Puddles, это все время мы здесь, и на 14-м каунте Handmade Paper. А это на бумаге вышивается ниточками DMC 132 на 124. Ну, не маленькая такая, да не может быть, это что, на бумаге вышивается? Нет, это называется ткань, наверное, так. Ну, я не знаю, напишите вы, что вы думаете по поводу этой картинки. Вот она чем-то привораживает, но она странная. Так, и последняя из этой серии, полюбуйтесь, здесь у нас котики. Здесь у нас 3 котика. Вот один котик, вот второй котик, третий котик. Ну, это, видимо, стиль у этого дизайнера такой. И нет, ну котики мне совсем не нравятся. Если лисички, они меня как-то завораживали, то котики нет. Но, тем не менее, раз уж мы здесь, Counting Puddles, это все время фирма, и вышивается на 14-м каунте Peaceful Purple Aida, DMC ниточки, 190 на 106 крестиков. Так, а сейчас мы посмотрим вот этого производителя. Он называется Quaint Rose Needle Arts. Типа причудливое розовое игольное искусство. Ну, как-то так. Ну, это все примитивы у нас. Вот посмотрите, какая у нас игольничка здесь. Она у нас вот такая красивая большая фотография. Здесь у нас либо черные утки, либо вороны, линеечка, ститчер, помидоры или клубника, или помидоры, ну, что-то, или тыквы, нет, помидоры, наверное, все-таки. Ну вот, симпатичная, ну такая проходная, скажем так. Вот так называется оригинальное название. Quaint Rose Needle Arts. Вышивается на 32-м каунте артишока и на 32-м каунте лаурель линен. А, это, видите, у нас это мы вышиваем на артишоке, а это на чем там? Лаурель. Classic Color Box и 110 на 100 этих крестиков. Ну, не маленький такой. Так, дальше следующий. Снова тот же производитель, причудливое розовое искусство. И вот с такой принцессой. Они здесь сосредоточились, я вижу. А может, это клубника? Ну, наверное, с принцессой больше клубника. Хотя вот, я думаю, это... Как это? Теплица, где выращиваются эти помидоры. Помидоры клубника-тире. Ну, красивая, мне понравилась, смешная. Вот такой бордюрчик очень красивый. Ножнички здесь висят. Класс. Так, и у нас он вышивается на 36-м каунте Sleeping Bear и Gentle Art Classic Color Works 165 на 186 крестиков. Ну, такая не маленькая, я бы сказала. Так, следующая новинка от этого производителя. Вот, посмотрите, здесь какой интересный дом с тыквами. Ну, это вот на Хэллоуин мыши летучие. Это непонятно, наверное, ворона, паук. Цветы вот такие. Но зато в домике горит свет, и надежда не потеряна. И луна. Так. И на 40-м каунте у нас Grand Pass Sleeve
by Hue Designs using ниточки Classic Colorworks. Ткань вот это Grand Pass Leaf, 40 каунт. Ниточки Classic Colorworks и DMC 125 на 95 крестиков. Вот такое для любителей Хэллоуина. А вот это для любителей домиков. К их числу принадлежу я тоже. От этого же производителя причудливая Quint Rose Needle Arts. И вот посмотрите, какой здесь пряничный домик с пряничными человечками. И кроме этого мы можем сделать вот такую подушечку. Вот подушечка мне вообще очень сильно нравится, даже больше, чем основная картинка. Вот такие два домика здесь, вот такие человечки, конфетки. Славный новогодний такой дизайн. Так, на 35-м каунте Sea Foam от Wix Dyeworks. И мы здесь Gentle Art ниточки, Classic Colorworks. Так, подушечка 200 на 61 крестик, сэмплер, вот этот квадратненький, я так понимаю, это у нас 150 на 140. А что тут еще у нас? Кап-хуп. А где этот кап-хуп? Я что-то не увидела. Чего-то тут для чашки, держатель чашки. Ну, наверное, это вокруг чашки можно обкрутить. Я не знаю, как-то. Так. 91 на 91 крестик. Красивая основа здесь. Как же она называется? Sea Foam от Wix Dyeworks. Класс. Любителям сэмплеров, античных разработок посвящается. Вот, полюбуйтесь, что мы здесь имеем. Мы имеем вот здесь такую птичку, которая сидит на веточке цветочной. Вот это тоже, наверное, эти пятна, это цветочки. Трудно определить, какие, но и вышито это было Мэри Бионон в 1870 году в марте. Ну, это не для меня однозначно, но я знаю, что люди есть, которым это все нравится. На 36-м каунте. И Тибо Чина by Fox and Rabbit ниточками DMC и 166 на 148. Ну, ниточки DMC хотя бы так. Ладно. Мы по-прежнему с этим дизайнером, причудливый розовый, игольничное искусство. И вот здесь, смотрите, целый комплект. Здесь вот на катушку у нас наматывается типа блока из пэтчворка. Вот здесь урожай у нас на маленькую катушечку. Вот здесь у нас тыковка такая, наверное, на пластике. Вот такое чучело огородное, симпатичное у нас на пинки, ну, просто на этом штучке. И вот такая ворона тоже, наверное, на пластике. Ну вот, кто любит такие смешные мультяшные дизайны, славные, симпатичные. И что нам говорят? Значит, вышивается на 36-м каунте Sleeping Bear от Needle and Flex. И здесь перфорированная бумага 18-го каунта. И используются ниточки Gentle Art, Classic Colorworks и DMC. Ну, вот знаете, я не знаю, вот на такие вещи прикладные вышивать шелком как бы обидно, оно будет стоить дофигища, а это такие вещи, которые будут трогать постоянно, замызгают, а шелк, вы знаете, он так немножко катышками собирается. Мне бы было жалко, честно говоря, шелком вышивать. Ну, видите, здесь штанишки с переходами, рубашечка с переходами, поэтому, видимо, ну,
можно с переходами из DMC найти, вот типа такого. У меня, по-моему, даже есть такой цвет. Но это уже вам решать. Ну, симпатичный комплектик. И опять у нас здесь сэмплер «Адам и Ева» он называется. И эта вышивка была 1800 какого-то года. Опять же, это античные, наверное, реставрируют они античные эти сэмплеры. И потом вот мы имеем то, что имеем. Такие розовые, как креветки, Адам с Евой. Змей повесился на этом дереве. Ну, вот так как-то. Извините, любители сэмплеры, что я так это иронично. Вышивается на 35-м каунте Chestnut от Wix Dyeworks. Gentle Art Classic Color Works 170 на 89. Еще один примитив от этого производителя Анна Миллерин, 1786 год. Боже, ты когда задумываешься над этими цифрами, становится страшно. А с другой стороны, становится понятно, что это не так уж давно было, если, смотрите, до нас дошли эти сэмплеры. Тут все геометрически. Наверное, геометрию очень любила эта Анна. Вот такой алфавитик. Все четенько, все аккуратненько. И вышивается это на 40-м каунте Up in the Attic от Fox and Rabbit ниточками DMC 243 на 115. Не маленький такой, 243 на 115. И последний дизайн новый от этого производителя Fall Sweet Fall. Ну, типа сладкий ноябрь. Ну, сладкий листопад. Вот, посмотрим, дайте посмотреть нам красивую такую веселую картинку. Вот такое веселье здесь, мне это больше нравится. И курица размером с хозяйку у нас здесь, и петушок, и курочка, и это лошадушка, или это коровушка. Ну, что-то очень симпатичное. Вот здесь такая бабуся, собачка. Это поросенок. Ну, это можно рассматривать очень долго. И смотрите, какие красивые цветы. И звезда, и домик с дорожкой. Это дорожка, я думаю, это не домик не на курьих ножках, это дорожка. А вот здесь цветочки растут, я так полагаю. Ну, красота и веселье, радостная ферма. Fall Sweet Fall. И на чем же этот Fall Sweet Fall вышивается? На 40-м каунте House Torn от Needle and Flex ниточки DMC и Cottage Garden ниточки. Cottage Garden, ну тут перечислены, какие нужны. 243 на 205. Да, такой нехилый этот Sweet Fall. И с этим дизайнером все. Все его новинки, которые он представил на этой неделе. Ну и последние для любителей Хэллоуина это Pricey Worthy Stitches. Вот такие новые новинки хэллоуинские они предоставляют. Полюбуйтесь, вот такой. Это гроб, я так полагаю, и вот такая подушечка, игольничка. И вот здесь у нас идет маячок для ножничек, наверное, вот эти вот все штучки, все входит. Сейчас мы почитаем. Стоит это 18 почти долларов. А это лимитированный выпуск кита, это кит. Ну, что я могу сказать? Здесь даже лен входит. Это коробка, которая светится в темноте, и жуткие эти
создает впечатление. Светящаяся это пуговица, опять же, здесь. Лен и ниточки, все сюда входит. И, как я уже сказала, лимитированная эта вся штучка. И стоит это все удовольствие $18. Так что, кто хочет, спешите, потому как больше не будут они их выпускать. Так, второе, тоже лимитированный выпуск. Это вот у нас банка металлическая, я поняла. И вот здесь вот такой пинкипчик, ну, игольничка такая. И опять же здесь включен в состав все. И это банка, и это лента, и это все. И наножнички, маячок. И все это удовольствие вообще стоит 11 евро. Ну, она малипупусенькая совсем. Мы по-прежнему с этим производителем. И здесь у нас уже вот такой хэллоуинский квакер. Вот здесь у нас есть привидения, шапки. Все атрибуты Хэллоуина присутствуют. Коты, вороны, луна и все прочее, все здесь есть, даже белка здесь есть. Вот такой сэмплер, и этот сэмплер у нас стоит $12.59, и дизайнер по-прежнему Crazy Worse Stitches, и это квакер, и он у нас вышивается на 32-м каунте Oracle Linen, от Pictures This Plus, и Wix Davils ниточки Gentle Arst, и 212 на 204 этих крестиков. Ну вот, кто любит Хэллоуин, пожалуйста, вам новиночка. Ну и этот Crazy Worse Stitches переводится как похвальные стишки, позаботился уже и о зимнем. И вот у них тоже лимитированный выпуск, вот такая снежинка. Этот дизайн для празднования Рождества. Ну, на деревяшечке это все вышивается, и в комплект все это входит. Деревяшечка, если я правильно поняла. Вот поближе посмотрим эту снежинку. Фотография неудачная, мне кажется, какая-то растянутая. Ну, вот все это есть в этом наборчике. Так, ну и последнее от этого производителя дизайн. И последний в моем сегодняшнем обзоре вот такая тоже новогодняя игрушка. И опять же это кит, и в состав этого кита входит и сама деревяшечка, и подвесик, и лен, и ниточки. Вышивается на 32-м льне. И все это входит, как я уже сказала. И стоит это 10,79. Вот такие, друзья, новинки были на этой неделе на сайте 123 Stitch. Это не реклама, это просто я с вами делюсь то, где я смотрю и покупаю свои наборчики. Вот здесь видите 20% скидка на оленей от Nora Corbett сейчас. Вот такой олень у нас. Ну, вы их все знаете наверняка, даже кто не вышивал, их видел. И вот он стоил $16, сейчас он стоит $12,79. И вот это те олени с санями, которые... Не, это просто сани с подарками. Превью, конечно, никакое. Я видела, девочки отшивают, это просто красота необыкновенная. Эти сани, они тут все в бисере, они горят, и они очень красивые. Здесь какое-то тусклое, непонятно что. Но поверьте мне, очень красивая. Стоил 16, сейчас 12,79 стоит. И что у нас, опять же, эти олени все они идут.
тоже со скидкой. Вот этот олень наверняка тоже очень красивый. Посмотрите, какая красивая здесь эта ткань. Она как радуга здесь вот такая вот. Как-то ее покрасили. Очень интересно. А ну-ка посмотрим, чья это ткань. 32 каунт Twilight. Мой телефон отказался записывать. Сказал, нет места больше, хватит тебе уже тут трепаться. Креник 4 ниточки, Karen Collection Water Lilies, Mill Hill бисер и 80 на 100 клеточков. Ну, красота необыкновенная, опять же, которая не отражается, к сожалению, здесь на видео. Так, я ускорюсь, бо я что-то такая на расслабоне. Вот такой очень красивый олень с ласточкой. Смотрите, какая красота необыкновенная. Вот этот олень мне больше всех нравится, честно сказать. Очень красивый. И опять же 16 был, стал 12,79. Вот такой олень с подарочками еще есть. Здесь я уже не буду вам читать. Это уже старые, такое со скидкой. Просто... быстренько вам покажу, какие красивые олени. У Норы Корбет новогодние. Я знаю, некоторые вообще всех вышивают. Этот что-то мне не очень нравится, что-то у него с мордой здесь. Зато вот здесь, смотрите, сколько всего красивого. Вот этот очень красивый олень. Смотрите, на нем веночек такой рождественский. Вот этот олень, мне кажется, он самый популярный. Я его чаще всего видела в отшивах. Вот этот олень, который летит просто. И смотрите, сколько всего здесь. Я думаю, он вообще будет обгореть в реальной жизни от этого бисера. Ну и вот последний олень вот с такими красивыми рогами, который елочку, подарочки везет. Красивый, раскрасивый. Его сейчас как раз в продаже нету. Надо просить, чтобы сказали, когда появится. Прислали им их. Ну вот, друзья, пожалуй, все. Посмотрели мы все новиночки этой недели 1, 2, 3 Stitch. Напишите мне, понравился ли вам такой формат видео, хотели бы вы почаще смотреть такие видео или неинтересно вам такое и нечего мне вот здесь тут рассказывать вам всякую ерунду. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Увидимся скоро.